Всем привет, с вами Марти, и в этом видео будет общий обзор моего нового комплекта оружия, одежды и снаряжения. Мой новый привод от компании G&G, линейка Wild Hog. Подробный обзор есть на моем канале. Кто не видел, ссылка в описании. Добавлю немного информации об обвесе. Прицел — это реплика коллиматорного прицела Aimpoint. На цевье находится кастомная зум-камера, сделанная из экшн-камеры для квадрокоптера Foxer Legend One и объектива 35 мм. Тут также находится защитная бленда и корпус, которые сделаны на 3D принтере. Сзади находится маленький Powerbank для питания зум-камеры. На глушителе находится экшн-камера GoPro Hero 4 Black. Крепление также сделано на 3D принтере. Обувь. Последние 3 года я бегаю в ботинках Alligator от компании Garsing. Это копия очень популярных трекинговых ботинок Lova Zephyr. Стоят они в 2 раза дешевле оригинала, но при этом они не гидрофобные, то есть под дождем они очень быстро промокают. Я использовал их и зимой, и летом. Все 3 года их очень активно носил и в походах, и в повседневном ношении порой, и, конечно, на страйкболе. И они мне очень нравятся, ни на что пока менять их не хочу. Понятно, что оригинальные Lova Zephyr, конечно, лучше, но эти все-таки подешевле, и они у меня есть, поэтому пока что менять не хочу. Одежда, которую я использую, но сначала объясню, почему я выбрал именно расцветку камуфляжа ATAX FG. С одной стороны, я планировал использовать привод M-серии, соответственно, российский камуфляж был бы, не очень по антуражу. Но я не хотел использовать мультикам, который стал очень популярен в последнее время, его используют все, кому не лень. Давайте скажем честно, мультикам стал просто попсой. А вот ATAX FG, он еще пока не настолько сильно распространен, хотя он довольно и популярен. С одной стороны, это американский коммерческий камуфляж. То есть, внешне я сразу отношусь, условно говоря, на темную сторону. Меня можно так легко идентифицировать. Но с другой стороны, среди официальных силовых структур на Западе он не очень распространен. Но при этом он очень популярен у российских спецподразделений. Соответственно, если я возьму в руки просто калаш, то внешне буду очень похож на какого-то бойца российских спецподразделений. Можно даже будет сказать, что я так занимаюсь легким моделированием. Ну и, конечно, не стоит забывать о маскирующих свойствах камуфляжа, а для нашей местности, в частности Краснодарского края, это просто идеальный вариант, причем практически круглый год. Сейчас я ношу костюм Гром от российской компании Bars. Это мой первый костюм в расцветке ATAX FG. Несколько месяцев назад я делал на него подробный обзор. Кому интересно, ссылка на обзор будет в описании к видео. И активно использую его уже 2 месяца. И костюмом я очень доволен. Очень хороший костюм за относительно небольшие деньги. Единственный минус, который я выявил в ходе эксплуатации лично для меня и также еще для части пользователей, это довольно высокая талия у брюк. Кому-то это нормально, но лично у меня, когда пояс опускается на бедра, мотня, соответственно, тоже опускается и неудобно поднимать ногу, если нужно куда-то запрыгнуть. Приходится одергивать брюки. А на бегу вы этого не сделаете, соответственно, вам будет неудобно куда-то прыгать. Поэтому некоторые пользователи брюки перешивают, опускают талию ниже. Но производитель сказал, что в дальнейшем они будут производить брюки именно с низкой талией, как и у других подобных тактических брюк. Также хочу сказать, что эти брюки спасли мне левую ногу, когда в последнем геймплее я упал в водосток. Бетонный встроенный наколенник реально спас мне колено. Иначе бы я не знаю, что со мной было. А так я всего лишь отделался сильным ушибом. Кстати, до сих пор хромаю даже спустя 1,5 недели. В дальнейшем я буду расширять свой ассортимент одежды в расцветке ATAX FG. В частности, скоро мне приедет Combat Shirt и новые брюки от компании Gena Tactics. Очень актуально, потому что в Краснодаре скоро начнется такая хорошая жара. Шлем я использую реплику Obscore от неизвестного китайского производителя. Кавер от компании Gearcraft.
экшн-камера от компании Garmin, модель VIRB XE. Использую последние пару лет, обзор есть на моем канале. Сзади находится подсумок с пауэрбэнком для экшн-камеры. В хорошую погоду в основном я использую реплику противосколочных очков Revision, но учтите, что им нужна максимально хорошая вентиляция, поэтому поролон по периметру необходимо сразу оторвать. Но все равно, если пойдет дождь, такие очки и все подобные практически сразу запотеют. Поэтому в этом случае я ношу открытые очки, например, ESS Eyes, у которых лучше вентиляция. Маску я использую от бренда Kingerim и креплю ее непосредственно к шлему при помощи базовых клипс. Я ношу оригинальные часы от компании Casio линейки G-Shock. Обзор этой модели я делал 3 года назад. Оригинальные перчатки от компании Mechanics. Конкретно эта модель очень комфортна в летнее время года. Снаряжение я использую от российской компании Vartec. Они предоставили мне возможность выбрать все, что мне необходимо. И я собрал несколько комплектов снаряжения под разные типы игр. Я не буду делать подробный обзор на каждый элемент снаряжения, потому что все это есть на сайте производителя. Кстати, ссылка на их сайт в описании к видео. Я лишь выражу свое мнение, где-то похвалю, где-то поругаю, скажу, как я все это использую, ну и выскажу, в принципе, общие впечатления и какие-то рекомендации. Первый комплект снаряжения состоит из Plate Carrier LBS и тактического пояса, или как его еще называют, Warbelt. В Plate Carrier у меня интегрирован одноточный ремень, его очень удобно именно так использовать. У вас снимается нагрузка с шеи и распределяется на плечи Plate Carrier. К тому же вы можете очень быстро отстегнуть ваше оружие при помощи фастекса. Внутри Plate Carrier у меня находятся макеты бронеплит от компании Tigencom. Я считаю, что это самый лучший вариант для использования в вашем Plate Carrier под бронеплиты гранит. Не надо набивать его пенкой или носить пустым, как чехол. Покупайте макеты бронеплит и, поверьте, вы получите удовольствие от хорошей физической нагрузки. Не обязательно покупать полновесные, достаточно и облегченных, как у меня. И, поверьте, ощущения очень хорошие. Warbelt я изначально носил с лямками, но вскоре от них отказался, потому что это не очень удобно. Я затянул его посильнее и теперь ношу спокойно на бедрах. Преимущество данного ношения: во-первых, вы можете его быстро снять, если вы отдыхаете или он вам просто не нужен. Также быстро его можете, собственно, надеть, не снимая Plate Carrier. И если вам нужен доступ к одному из подсумков и вам неудобно там лазить, вы просто поворачиваете Warbelt, открываете, достаете все, что вам необходимо, убираете и возвращаете обратно. На мой взгляд, вот эта система из Plate Carrier и Warbelt — это самый удобный вариант для городского боя, для городских полигонов на страйкболе. Считаю эту систему очень удобной. Свой Plate Carrier я решил сильно не завешивать подсумками. Как видите, спереди у меня ничего нет, только встроенный подсумок под 3 магазина. Это очень удобно, удобно достаются, удобно запихиваются обратно. И у вас, в принципе, свободный маленький профиль, вы можете легко работать лежа, ползать, а порой на играх для меня это является немаловажным, поэтому я ничего спереди больше навешивать не хочу, мне 3 магазинов тут достаточно, то есть 3 у меня в Plate Carrier магазина и 2 на поясе, это фастмаги. По бокам я тоже решил много не навешивать, как некоторые любят, 2 небольших вертикальных подсумка утилитарных. Тут у меня шары, могут быть гранаты, аккумулятор, что-то еще из дополнительного снаряжения. Одинаково, что слева, что справа. Больше ничего нет. Соответственно, тут у меня пусто и очень удобно доставать магазины из фастмага. Немного расскажу о моем Warbelt. Вообще, разгрузочный пояс от Vartec у меня самый любимый. Из всех, что я видел, этот пояс мне нравится больше всего. Еще год назад я себе купил такой же под снайперский комплект. Он очень удобен, мягкий, хорошо сидит.
Ну, я, в принципе, о нем уже рассказывал в одном из своих видео про снайперский комплект снаряжения. Чем он мне нравится? В первую очередь тем, что мягкий, удобный, хорошо сидит. Дальше, допустим, подсумок под сброс можно крепить не на стропы молли, а на сам внутренний ремень. Дальше. Стропы конкретно на этом поясе не оригинальные. Вот это не оригинал. А вот здесь на подсумке оригинальные стропы Atax. Но дело в том, что по расцветке мне вот эти стропы нравятся больше. Хотя они хуже по качеству, немного блестят, но на расстоянии они выглядят как-то получше, чем оригинальные стропы Atax. Мне их расцветка не нравится. Итак, что у меня на поясе? Сам сбросник. По бокам у меня два подсумка под пистолетные магазины. В них у меня лоудеры заполненные всегда. То есть, чтобы я мог экстренно достать, дозарядиться, убрать обратно и не лезть в подсумок за пакетом с шарами. Тут у меня два гранатных подсумка. Обычно в них я храню гранаты ТАК-67, мои любимые. Спасибо спонсору, что присылает их мне. Кстати, что-то давно не присылал, уже почти кончились. Жду не дождусь. Дальше у нас тут утилитарный подсумок, горизонтальный. Он также используется как админка. В комплекте идет с ним планшет полиэтиленовый для карты, но я его извлек, он извлекается. Тут у меня нож, изолента, аккумулятор дополнительный, антифок и дополнительные аккумуляторы для экшн-камеры лежат. Очень удобно все это располагается. Подсумок реально классный. Далее, два фастмага. Если я играю в Plate Carrier, у меня тут два магазина к моему основному оружию. Если я играю с честригом, в котором уже 8 магазинов я храню, то я в этих подсумках храню гранаты от Tag Innovation R2BS. Или можно использовать аналогичные гранаты или, например, дымы, которые тут поместятся. Подсумки на самом деле очень универсальные. Кто-то говорит, что плохо, что они такие мягкие, у них мягкая стенка здесь, и они изгибаются. Сложно засунуть обратно магазин в них. Но я считаю это даже плюсом в некоторой степени, потому что в них можно разместить гранаты, которые его могут выгнуть. То есть любое подобное снаряжение дополнительное вы можете в нем разместить. Но этот пояс, как обычно, состоит не из одних плюсов, есть минусы. И основной минус, который мне не понравился, очень короткая регулировка у пояса. Она заканчивается здесь. И на себя, вот она из велкро, я не смог этот пояс на себя отрегулировать. Пришлось его вот сюда заворачивать, загибать и там крепить с обратной стороны к велкро. Рекомендую производителю обратить на это внимание и велкро для регулировки продолжить сантиметров на 5-8. Тогда это решит проблему для таких стройных страйкболистов, как я. Небольшая рекомендация. Если вы используете тактический пояс, то я рекомендую ваш китель заправлять в брюки, иначе со временем он начнет у вас выправляться и вылазить из-под вашего пояса, что будет сначала не очень красиво, а затем не очень удобно. Поэтому советую воспользоваться данной рекомендацией. Второй комплект экипировки рассчитан больше на пересеченную местность или на какие-то рейдовые игры. Состоит он из того же тактического пояса, а вместо Plate Carrier у меня Chestrig MK3. Люди, которые давно подписаны на мой канал или вообще разбираются в тактическом снаряжении, они понимают, что это доработанная реплика Chestrig MK2 от компании Tasmania Tiger, но только лучше адаптировано, именно данный Chestrig лучше адаптирован под российские образцы оружия, в частности под автомат Калашникова. У него более глубокие и широкие подсумки, в которых магазины от АК легко размещаются, причем как 5,45 калибра, так и 7,62. Chestrig очень вместителен.
8 магазинов, 2 больших боковых подсумка. Можете дополнительно навешать на него еще больше подсумков молли. В частности, здесь нижним рядом можно пустить подсумки под гранаты или парочка горизонтальных утилитарных подсумков. Сбоку тоже можете дополнительно подсумки навесить под рацию или гранаты. Но мне все это не нужно. У меня все дополнительное находится на тактическом поясе. Я не любитель, опять же, обвешивать именно верхнюю часть, и тем более увеличивать профиль. Кто-то там в 2, в 3 ряда делает себе профиль, кто особенно не работает лежа и не ползает. Я же работаю лежа и ползаю, поэтому мне профиль нужен минимальный. Последнюю игру я отработал именно с этим честригом, мне он очень понравился. Как вы видите, верхнюю админ панель я сложил, она мне не нужна, и постарался максимально поднять его вверх, насколько у меня это получилось. К сожалению, регулировка честрига не очень позволяет это сделать. Я максимально укоротил диагональные стропы, которые находятся здесь, чтобы я мог вообще в него поместиться, но регулировки по высоте недостаточно. У меня рост не очень большой, 1,73 м, и даже мне сейчас, не совсем удобно использовать его вместе с тактическим поясом. То есть без него, да, было бы замечательно, пусть хоть на животе он располагается, но я хотел бы поднять его еще немного выше, а если человек еще меньшего роста, чем у меня, ему это будет совсем неудобно с тактическим поясом использовать. Честриг очень вместительный, в частности, один боковой подсумок вмещает аж 5 гранат, то есть гранатами можете забить его основательно, даже не обвешивая дополнительно гранатными подсумками. Но один минус лично для меня я хочу отметить. Подсумки его больше подходят для магазинов АК-серии. В них они отлично размещаются, в отличие от оригинального МК-2 от Tasmania Tiger. Этот жилет хорошо адаптирован под магазины АК. Но если вы в него положите магазины М4, М16, они, во-первых, полностью в него утопятся, в подсумок, и закрываться он нормально не будет, если хотите плотно закрыть, потому что короткая велкро. Чтобы нормально у меня закрывались подсумки, мне пришлось на дно положить вот такие вот скрутки из поролона и изоленты. И они тогда у меня нормально размещались. Кстати, совет для тех, кто использует с магазинами от М-серии данный честриг. Я рекомендовал бы производителю увеличить длину велкро лучше всего вот на 2 ширины молли. Тогда можно будет закрыть клапан полностью, даже если в подсумке не магазины, а что-то другое. Там можно гранаты или рацию или что-то еще, чтобы подсумок плотно закрывался. 2 боковых закрыть можно, благодаря вот этой велкро панели для шевронов и патчей. Но лучше это сделать везде. Хотя бы небольшую полоску вот так вот продлить. Я думаю, это несложно, но это будет намного более практично. Если тактический пояс в комбинации с этим честригом вам неудобен, например, у вас маленький рост, то можно использовать другой вариант. Вы его снимаете и надеваете комбинацию из поясной сумки от Vartec и, например, подсумка под сброс, если он вам необходим. Соответственно, в сумку вы можете нагрузить какие-то технические мелочи, например, телефон, паспорт, аккумулятор, мультитур, в общем, все, что вам необходимо в доступе здесь. И подсумок под сброс магазина будет очень удобен. Это особенно относится к тем, кто любит побольше загрузить именно честриг, навесить дополнительные подсумки. Больше, в принципе, вам особенно ничего на игре и не нужно. Все дополнительное можно погрузить в рюкзак. Кстати, аналогичную сумку, только в однотонной расцветке, я ношу в городе. Очень удобно, если нужно носить с собой какие-то вещи, а карманы у вас не глубокие. Особенно удобно использовать честриг вместе с рюкзаком, например, на рейдовых играх, или если вам на какой-то дальней точке необходимо больше амуниции с собой или теплая одежда. Или вы можете просто оставить свой рюкзак на базе, если уходите в недальний рейд.
Однодневный рюкзак Беркут, удобный, практичный, разрабатывался и дорабатывался совместно с сотрудниками спецподразделений, как в принципе и большая часть экипировки от Vartec. Можете при необходимости обвесить его под сумками, мне это пока что не нужно. Сбоку, тут сзади, снизу, сверху налепить свой патч. Покажу, что у меня внутри. Кстати, утяжки удобные, его можно реально уменьшить по объему, чтобы у вас внутренние части не болтались, все, что у вас внутри лежит. Маленький кармашек, тут я храню Powerbank для экстренной зарядки телефона или камеры и кабель для зарядки. Мне нравится, как он открывается. Можете сразу его полностью открыть. Тут у меня аптечка, вода, свежий пакет с шарами, если вдруг основной пакет закончится, дополнительные гранаты. Можете еду взять и одежду, но вот это основное, что я брал с собой на последнюю игру. В целом снаряжением от Vartec я доволен, качество хорошее. Некоторые элементы, на мой взгляд, конечно, недоработаны, но компания над этим проводит работу и прислушивается к мнению пользователей. Также минусом существенным, я считаю, это малый ассортимент. В частности, не хватает маленьких компактных чистригов, которые я хочу получить, но компания вскоре пообещала мне прислать тестовый образец, так что следите за обзорами на моем канале. Надеюсь, видео было для вас полезно. Ссылки на все мое снаряжение в описании к видео. С вас лайк, подписка на канал. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. И всем удачи на игре!